Ну-ка, ну-ка, как меня слышно, видно? Сейчас посмотрим, запустилась ли трансляция. Такс, смотрим. Так, ну-ка. Вот, транса запустилась. Все в порядке, ребят? Меня хорошо слышно, видно, все в порядке? Напишите, ребят, пожалуйста, в чате, как вообще, все ли хорошо? Извините, пожалуйста, ребят, я сидел сам, ждал 15 минут, я ни разу не делал запланированные стримы. То есть, ну, вот так вот, чтобы ждать стрим, то есть, ребята, как меня, во-первых, слышно? В порядке? Все ли хорошо? Сейчас очень важно именно, как слышно, я еще и переделал микрофон немного. Все в порядке? Норм. Погромче себя немного. Ну, давай сделаю погромче, не вопрос. Окей. Отлично, да? Отлично. Погромче еще себя. Да не вопрос. Давайте, ребята, вот так вот сделаю. Без проблем. Нормально сейчас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сейчас должно быть вообще все круто. Громче просто, ну, нету смысла ставить. Отлично, все прекрасно. Ребятушки, всем доброго вечера, всем здравствуйте. Сегодня первый раз, я не знаю, в миллион, наверное, лет никогда не делал запланированные стримы. Извините вот за эту небольшую заминку в начале стрима. Я теперь буду делать запланированные стримы. Запланированные стримы — это те стримы, которые 100% пройдут на канале в указанное время. Делается это в первую очередь для того, чтобы... Наверное, когда-то вы меня просили: Леха, надо вот быть более пунктуальным, и если сказал, надо делать. Я вас, ребят, услышал, пусть спустя довольно долгое время. И теперь стримы, которые есть запланированные на канале, они будут 100%. Огромное спасибо всем, кто дождались этого. Огромный респект. Ну и с уважением к своей аудитории. Спасибо, ребят. Значит, что еще хотел сказать. Сегодня мы продолжаем игру Rise of Insanity. Уже подготовил я новую игру на прохождение. Подготовил новый хоррор на прохождение. Так что как-то так. Спойлерну немножечко. Значит, хорошо забытое старое будем проходить. То, что мы когда-то хотели. Вот, игрушечку я уже скачал. Так что как-то так. Ну что я могу сказать? Всем желаю приятного просмотра. Поехали дальше. Как мне ребята сказали, написали в комментариях, сейчас сказали в Дискорде. Осталось игру проходить всего там навсего 15 минут. Ну, значит, сделаем спокойно разговорный стрим или просто более поздний стрим по какой-либо игре. Ничего страшного. Самое главное, что мы все вовремя пришли. Друзья мои, на вечерних стримах... Вы знаете, я вам, наверное, это в конце стрима этого скажу, хорошо? У меня есть очень важная для вас информация, для всей моей аудитории. Особенно для ребят, которые ставят дизлайки, да, которые, ну, вот реально, сейчас без шуток, без юмора говорю, которые реально по делу хейтят. Потому что, ну, я тоже, ребят, не идеален, как и все, в принципе, люди. Сегодня час с лишним разговаривал с хейтером. Причем, как оказалось, чувак меня очень давно смотрит. Серег, здорово. Принципиально сам лично разбанил в группе, в личке, везде. Просто с человеком поговорили, и я кое-что для себя понял. Что я для себя понял, скажу обязательно в конце стрима на небольшом разговорном шоу. Пообщаемся, все как обычно. Ну а сейчас, ребята, я не буду тянуть время. Всем приятного просмотра, огромный вам респект за ваши лайки, огромный респект за такой лютый онлайн. Всем приятного просмотра, поехали дальше. Игра, ребят, хоррор, если что... Все стримы вечерние, я не хочу особо материться, там, ну, я имею в виду лишний раз. Игровой мат, он всегда присутствует. Скрывать я все эмоции не буду, потому что спойлы я не смотрю. Поехали. Что я могу еще сказать? Поехали. Остановились мы на моменте, мы, по-моему, попали то ли в тюрьму, то ли еще куда-то. Блин.
А, точно, я помню, что был толкан. Так. Подождите, а фонарик? Я не помню, представляете, забыла, фонарик вообще включается, нет? А, забейте. Так. Ребят, кто там впечатлительный, у кого это играет, всякое там это, вы детей от голубых экранов лучше уберите, потому что игра реально сыкотная. Да, экран давайте я сменю сразу. Сцену-то я не сменил, все на меня смотрят, сидят. Поехали. Все, начали, ребят, вот мы с толкана, я забыл сцену совсем сменить, извините. Прошел вот коридорчик, вышел с камеры. Зашел в первую попавшуюся комнату. Блин, я зеркал вот этих вот, стекол, зеркал очень боюсь. Всегда во всех хоррорах какая-нибудь гнида оттуда вылезает. 14.05.1977 года. Протокол допроса подозреваемого. Надо разговориться. Раз-два, раз-два. Протокол допроса подозреваемого Эдварда. Размыто по телу убийства Сьюзан. Допрос производится старшим инспектором. То есть, кто кого допрашивает. С присутствием судебного психолога, в принципе, ничего интересного. Так. Что, тут нет никого? Угу. Здесь был допрос. В общем-то, здесь был допрос. Опасно. Право, лево, лево, право, право, лево, лево. А что такое затишье? Че музыка-то затихла? О, горшочек. Твою мать. Че музыка затихла? Че это за звуки? Дорога? Дорога? Замочек. Понятно. Так, ищем ключик. Блин, вот это я люблю. Ключик где-нибудь будет написан. Так, давайте почитаем. Протокол допроса свидетеля Стивена Доуэлла по делу убийства Сьюзен Доуэлл и Теодора Доуэлла. Но допрос производится, здесь цифр нет. Ага. Так, а как же? Где-то по-любому будут циферки. 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 Чё по циферкам? Меня вот это затишье в музыке и вообще в игре пугает. О. Чё, право, лево, право. Право. Лево, право. Наверное, правильно, я думаю. Типа, ну, по очереди. Право, лево, право. Окей. Замочек. Право. В смысле? Чё? Право. Подождите. Подождите. Чего? Сейчас, ребят, мне самому интересно додуматься. Крестики, вы видите крестики? Вот что они означают, эти крестики? На втором и третьем рисунке.
Право, лево, право. Пип-пип-пип. Тихо, тихо, тихо. Это же... это этот, как его, господи? Последняя двойка. Подождите. Блин, первая не пойму какая. Сейчас, сек. Так, первая. Нужно послушать сколько. Не понял. Семерка. Че еще раз? Есть по любасу двойка. Двойка, конец. Двойка 100% или конец, или середина. Секунду. Тройка. Вторую не понял. Тройка. Семь. 372, что ли? Погодите-ка. 300. Правильно. Блин, пролистал. Сек, тройку правильно угадали. 300. Потом в левую сторону. 70. Есть. Нет. Ошибся. Вторая цифра криво. Блин. Ту-ту-ту. Семерка последняя. Мать его, двойка, наверное. Сейчас, секунду, ребят. Сейчас сам додумаюсь. Есть. Есть. И потом что, право, да, было? Блин, неужели? Отвечаю, прям... Вот просто, вот прям вот то, что нужно. Ключик. Изи. Очень интересно, ребят, я спойлеры не смотрю. Нифига вы там, блин, спамите. Ребят, вы никогда, пожалуйста, не спамьте. Я чат, ну, в такие моменты не читаю. Я всегда игру сам прохожу. Если я, ну, совсем затуплю, я всегда, ребят, у чата спрашиваю. Очень интересно, ну, самому думать. В Ведьмаке я также сам проходил. Я не боюсь затупить в игре. Я не смотрю, ребят, спойлеры. Я всегда вот лучше, ну... Просто скажу, чат, я не понимаю, что делать. Вы раз, сразу мне подсказываете. Никогда, ребят, не спамьте. Но это некрасиво. Так, от чего ключ у меня теперь вопрос? От двери? Уху. А чё все так тихо-то? Какой-то... Чего-то мы взяли ключ. Чё так тихо? Твою мать. Нафиг, надо кондей выключить. Он меня чуть с ума сейчас не свел. Кондей включился, я чуть не... Хорош, слышь, вы что меня пугаете? Тихо. Что вы скажете, господин Дуэлл? Алло, вы меня слышите? Вам уже лучше? Вы можете продолжать?
Отлично. Вы знали, что Сьюзен Доуэлл была беременной? Чё за психодел? О. Что-то включили. Ты карты... Чё такое-то? Я от игры, что ли, отвык? А чё так страшно? А, телефон он здесь где-то стоял. Слушай, Боуэн, пришли мне какого-то врача для сумасшедших. Оса пролетела, прикинь, у меня кондей включился, я чуть не И куда нас портнуло? Кукусики. Что такое? Июньские издания. Исследование, проведенное группой доктора Маслоу, не должно приниматься во внимание в ходе расследования. Доктор Маслоу мог... ну само собой, но это дураку понятно, что типа доктор... Никто слушать не будет. Что это такое? Зал суда? И куда мне? Блин, да хорош так испугать. Я открываю судебное заседание против Эдварда. Шум. По делу убийства. Обвинитель или защитник хотят что-то сказать в качестве? Вначале я хотел бы ввести в доказательный материал медицинское заключение о невменяемости моего клиента Эдварда и голосовые записки. Это типа адвоката. А слышь, смотри прям. Доу, который пытался вас. Я хотел бы ввести в доказательный материал документы по вскрытию трупа Сьюзен Доуэлл на основании высокого суда, и суд присяжных может узнать, жертва убийства была беременной от подсудимого. Вы ничего не докажете. Я никого не убивал. Протокол допроса, но это он то же самое говорит. Я открываю судебное заседание против Стивена Доуэлла по делу превышения профессиональных полномочий перед Эдвардом. Обвинители и адвокаты хотят что-то сказать в качестве ведения. Моего клиента, как врача, всегда на первом месте благо его пациента. В доказательствах высокий суд может прочитать о многих трудных пациентах, успешно излеченных подсудимым. Он пытался во что бы то ни стало вылечить своего пациента Эдварда и избавить... Не успел прочитать. Высокий суд хотел вести... Короче, тупо за нас кто-то впрягается, типа. Я так понимаю. И типа жена, мы жену не убивали, а покончила жизнь типа самоубийством она. Ага, беременная. Что-то я очкую. Куда идти? Угу. На место судьи идти, серьезно? Что-то попахивает стримером. Этим скримером дело. Когда мне говорят, что подкрутка на сайте. Орел. Да нас опять портнуло. Стивен, я могу тебя пригласить в кабинет? Может, конечно. А ты меня пугать не будешь? У нас люди смотрят на ночь глядя. Где твой кабинет-то психический? О. Ты меня точно пугать не будешь? Ты здесь? Мать ее 7-летний сын убита. Женщина получила 30 ударов ножом. Ну, это мы как бы в курсе. Нахрен со мной разговаривает? А?
Наши отношения умирали день ото дня. Стивен относился ко мне как к соседке по квартире. Откуда она это может вообще говорить? Начала жить прошлыми воспоминаниями, проектами, которые были такими прекрасными в моей голове. Как она это может говорить, если он ее убил? Воспоминания давали мне силу. Он же ее убил. Maybe I'm only dreaming, or the projections about him became ridiculously strong. He came to me like before, smiling, happy, with sparkles in his eyes. Similar situations repeated in the next weeks, and I, instead of looking for their source, was waiting till my loving Как Stevie она came может back говорить, если just она for a мертва? while, Алло. to feel like before, Эй. like years ago. At the beginning of our relationship, Stephen often told me about interesting things from the psychology ward. During his studies, he met with a case of a patient with multiple personalities. I remember well this case because it seemed to be very exciting. So many different personalities in one body that differ in IQ, beliefs, talents, and even visual acuity. I hid my husband's illness to meet with Eddie, his second personality, to feel happy just for a while, to fulfill my dreams. During our Встречались в саду. we often met in the garden. К чему весь этот вообще треп? Today, I again Сегодня я talked with снова Eddie. говорила с Эдди, он He находился в admitted очень that плохом condition. состоянии. Терапия Стивена очень Stephen's даже начала therapy пугать. started to even scare him, he says. Он утверждает, что ему придется сделать ужасные вещи, чтобы выздороветь и, наконец, отдохнуть. As a last resort, То есть все-таки терапия. I will send this recording to Abraham. Что за звук? Что за звуки? Твою мать, обосраться как страшно. Чё? Чё за херня? Твою мать. Твою мать. Чё происходит? Вы что делаете? О, утенок. Ты хорош пугать. Не страшно? Ну нахер. Нет, ну ты видел. Ты видел, нет? Девочка. Я ничего не трогал. Я ничего не трогал. Да какого хера тут вообще происходит, слышь? Что происходит? Вы мне можете... Просто обосраться. Ослик-суслика вдвоем. На-на-на-на-на-на. Танцевали под дождем. На-на-на-на-на. Все что ли? Ну, прикольно сделано. Типа на краю стоит. Офигенно.
Конец. Я так понял, что все-таки он убил и жену, и ребенка. И конец, да, такой сильный придумали, да? Типа главный герой в итоге все равно падает вот в эту пропасть. Такой, да? Такой, знаешь, вроде бы хоррор со скримерами, но я не ожидал, что будет такая концовка сильная. Типа, в итоге я так понял, что все-таки он убил и жену, и ребенка. Блин, мы немножечко в тот раз не допрошли. Блин, прикольно. Продолжать. Интересно, что за продолжать? Не, короткая. Но мы ее прошли, ребят. За 2 серии прошли. Блин, можно было за одну пройти, если бы я знал, ну, что... Стивен, он же Эдвард, а это так и есть. Угу. По ходу дела, кого мы видели, это он и есть. Который закапывал. Угу. Короче, чувак, который закапывал, вот помните, лопатой всех? Это по ходу дела он и есть. Угу. Это и есть этот герой, который закапывал свою жену. Ребенка он закопал в этом, как его... В теплице или в этой, или в как это, и в домике в этом мы видели, да, там лопата тоже стояла. Офигеть, вообще никогда не думал, что у какого-то малобюджетного хоррора такая, ну, вложились сюда, то реально вот такой вот смысл. Сложный, да? Сложный хоррор. Я не знаю, что сказать. Я просто удивлен. Я реально прям удивлен, прям... Не знаю, не знаю, что вам сказать. Не знаю. Это тупо раздвоение личности, да, у главного персонажа было. Он себя по ходу дела и лечил. Он, короче, просто у него кукушка уехала и все. Угу. Это раздвоение личности, да, по-моему. Вы правы. Но конец вот этот, да, сильный, типа, чувак, все равно итог какой всего этого, да? Неважно, какой там суд его или еще что-то оправдает, а результат, конец-то один. Все равно он упал вот в эту вот бездну. Нет, согласен. Угу. Согласен. Блин, меня аж прям это... Что-то меня маленько прям тронуло даже. Не ожидал я такого концовки. Не ожидал. Ребят, я не ожидал, что нам совсем немного до конца тогда осталось. Ну, вот что значит не смотреть спойлеры. Вы знаете, друзья, я, пожалуй, сделаю следующим образом. По этой игре я сделаю очередную нарезку на нашем канале. Я считаю, что эта игра достойна остаться в истории этого канала. Как вы считаете? Мне кажется, очень достойный. В ней вложен, не знаете, не просто вот эти вот, да, вот скримеры, а вот этот вот какой-то смысл. Я не любитель везде искать смыслы и с пальца там высасывать, но вот когда реально вот игра настолько продумана, по-моему, сделано круто. Угу. Я считаю, кто считает, ребят, что эта игра должна остаться на нашем канале в виде нарезки, поставьте, пожалуйста, лайк, ребят, или просто подпишитесь на канал, или плюсик в чат, там, неважно что. Я считаю, я голосую за. Обязательно сделаем в ближайшее время нарезочку. Я считаю, достойна эта игра остаться. Короткая, емкая и с глубоким довольно смыслом игра. И вы знаете, даже вот я сейчас смотрю, да, чувак сидит, просто тупо мучается. То есть он в итоге, он несчастлив оказался. Просто, видишь, чувак сидит и мучается. Блин, мощно. Очень мощно. Ребят, что я хочу сказать. Респект разрабам за эту игру, блин, ну реально круто сделали. Прям и страшно, и смысл есть, и в принципе в этой игрухе есть все, как я считаю.
2300 лайков, ребят, спасибо огромное. Что я хотел сказать? Вы знаете, я сейчас сделаю, наверное, небольшое такое общение со своими подписчиками. Давно хотел. Давно хотел, ребят, пообщаться просто с вами. О чем? Да много о чем, на самом деле. Очень много о чем. И просто поговорить. К сожалению, в Дискорде я не могу со всеми, ребят, общаться. Все, кто залетает, огромный респект. Спасибо, что заходите. Я хотел бы, ребят, сказать пару слов, с вашего позволения. Давайте вот так вот сделаем. Я прям, ребятки, пару слов скажу. Не донатьте, не тратьте деньги. Просто я сейчас коротко скажу. И, наверное, пилану сейчас еще один стримчик, да, по какой-нибудь игрушке попроходим. Я не ожидал, ребят, я не ожидал, что игра такая короткая. Вот, так что как-то так. Что я хотел сказать? Ребят, все, кто меня давно смотрит, сейчас скажу очень важные вещи. Респект за то, что вы со мной остались. Всем ребятам, кто пришли, добро пожаловать. Друзья мои, я вам говорил, я вас когда-то попросил, наверное, где-то года назад, когда начали люди по делу высказывать претензии, то что, Лех, блядь, ну, мы время свое планируем, раз вечером стрим отменился, 1, 2, 3, 5, 10. Я вас тогда попросил просто немного потерпеть, подождать. Спасибо, что вы потерпели. Спасибо всем тем, кто не рассосался, не разбежался, да, то есть не забили на канал. Ребят, теперь все запланированные стримы будут проходить вовремя. Запланированные стримы на канале, то есть я ставлю вот это оповещение, да, то есть вы зашли на канал, посмотрели, о, вечером Леха в 9 вечера будет стримить. Спасибо, ребят, спасибо все, кто остались. Следующая игра на прохождение, как я и обещал, когда-то, кто с нами сидит уже давно, игра будет про мышонка. Мне тогда понравилось, помните, когда она только вышла на английском, я еще такой говорю, про мышонка с балалайкой. Я говорю, о, смотри, мышонок с балалайкой бегает. Я говорю, надо будет попроходить. И забили на эту игру, забыли про эту игру. Вернемся, как и обещал. Сейчас туда завезли русификатор. Можно смело будет почитать диалоги, потому что my English is very good. К сожалению, английский я, ребят, не так хорошо владею. Так что, точнее, вообще никак. Вот, так что, как-то так. Попроходим мышонка с вами. По-моему, игра тоже не сильно длинная, но обязательно сделаем. Значит, какой теперь будет хоррор? Очень многие сейчас спросят, Леха, ты ведь сказал нам, базару ноль, то, что ты чередуешь теперь. То есть, то хоррор, да, вечер хоррор, чтоб не надоедало. Вечер хоррор, вечер какое-то прохождение игры. Леха, какая игра? Вы знаете, я так подумал, а почему я все в Солянова играю? Почему нельзя тоже, когда мы прошли какую-то игру или поиграли в какую-либо игру, да, вот как СОС игра, да, вот в которую мы только играли. Почему бы не собрать прикольную компанию и поиграть во что-нибудь веселое, интересное, поднять людям настроение вечером, на что, собственно, канал и направлен. Поэтому, братцы, теперь вечером я вам приготовил одну игрушку, не знаю, я еще подумаю, стоит ее или нет. Если что, у нас есть с вами плойка. Плойки мне так и не дали ответ. То есть мне придется, по ходу дела, покупать 4К плойку, это Авермедию. Не плойку, а карту захвата. Потому что, к сожалению, так они этот баг и не исправили. У меня, у Сурмана, у Сурена, короче, у кучи еще каналов есть этот баг. Все побежали покупать 4К. Я решил подождать. Но у нас в итоге подвисли некоторые игры. Last of Us, Uncharted 4, куча эксклюзивов на плойках просто тупо подвисли. Поэтому надо обязательно их допроходить. Надо обязательно это все дело сделать. По-моему, получится очень круто. Вот. Обязательно пишите в комментариях к видео, какую бы вы игру хотели видеть. Я могу не читать где-то комментарии в группе, в паблике. Там, да, я стараюсь все читать, но очень много спама. К сожалению, там админы зашиваются. Блин. Но комментарии к стримам я читаю все.
к видео нарезкам, к стримам всегда под последним, вот то, что лежит на канале, последнее, там предпоследнее. Я очень часто вот сейчас стал перечитывать комментарии на старых видеороликах, потому что люди приходят. Я тоже читаю, ребята. Вот, поэтому я не знаю сейчас даже, если честно, почему сделать стрим. И я хотел бы еще одно слово сказать. И сейчас, наверное, я перезапущу стримчанский и посмотрим, почему сделаем стрим. Это 100%, конечно же, не кейсы, это что-то будет. Я не знаю сейчас, по какой игре сделаем стрим. Я не ожидал, что так быстро закончится просто игра. Блин, чуть-чуть мы совсем не дошли. Я извиняться я, конечно, не буду, потому что, ну, это, наверное, как-то неправильно с моей будет стороны. Я просто скажу вам от души, кто поверит, кто поймет мои слова, тот красавчик, кто не поймет, ну, сорян. Братва, последние, наверное, месяца два наш канал очень жестко, очень быстро растет. Все это видят, все радуются. Все классно, все замечательно, все весело, но у всего этого есть определенные подземные камни. Блин, я почему делаю такие паузы? Я просто думаю, как вам сказать так, как есть, и вас особо на ночь глядя не грузить. Да и насрать, короче, скажу как есть. Короче, ребят, у всего у этого есть определенные подземные камни. То есть, когда ты очень много начинаешь что-то делать, да, то есть пушить, прям стрим, пам-пам-пам-пам, нарезки, там. То есть отсутствие там личной жизни, да, практически полное, там еще что-то. И вот это вот, когда все тянется, да, вот одно за другим, ты начинаешь зашиваться. Ты начинаешь загоняться, и эти загоны, сам ты того не замечая, переходят на твой контент. Но благо, что я такой человек, который умеет сделать вот этот стоп, оглянуться назад и начать пересматривать свои стримы. Я посмотрел ближайшего, наверное, 3 недель свои стрима. Я их не удаляю, они просто скрыты. Сейчас, ребят, музычку не поставлю. Давайте вот этого ставим. И, если честно, я подохерел. Я подохерел, потому что вот эти все загоны, эти недосыпы, еще что-то, они отражаются на вас, они отражаются на контенте. Очень много мата, вообще совершенно ненужного стало на стримах. И просто одно за другим вот это тянется. И сам того не замечает, и пам-пам-пам-пам, сейчас я там, 5-е, 20-е, сейчас я здесь, там, сям. А по факту ты просто перегораешь. Ты перегораешь, ты убиваешь свое здоровье, ты вот этот капитальный этот недосып, он просто тебя разлагает. Поэтому, что я вам хочу сказать? Я вовремя увидел, и я вовремя вас услышал. Наверное, даже вот так. Я сделал определенные выводы по своим стримам, то есть по всему тому контенту, который был, вот, наверное, особенно последние 2 недели. Я вовремя обернулся назад и все-таки вспомнил, в чем смысл нашего канала, в чем суть нашего канала, как и любого другого игрового канала. Это делать так, чтобы вы отдыхали. Мат я не скажу, что прям я супер его приветствую. Я могу общаться совершенно на разных языках, то есть мат мой лексикон он не ограничивает. Я могу проводить стримы совершенно разные, где-то с матом, где-то там как можно меньше мата, но когда этот мат не нужный, то есть когда он льется просто уже как из ведра, слушать неприятно. И спасибо вам за то, что вы сказали. Я сделал свои выводы. Это очень круто. Вот. За это время, вот, да, тоже за последние 2 месяца, подводя такой небольшой итог, я бы хотел сказать еще пару вещей. Как и в жизни, к сожалению. Ну, как сказать, к сожалению? Наверное, как есть. На Ютубе существует огромное количество каналов. Каждый из них представляет какой-то человек или там 1-2, да, допустим, человека, то есть в зависимости от канала.
очень сильно меня сейчас подорвало вот за последние, наверное, недели 3. Это то, что мои коллеги по цеху, я также оглянулся назад, начал немного анализировать, и, честно, я просто охерел. Я охерел с людей, я немножко подохерел со всего того, что люди творят, сами того вот просто не замечая, как они, многие, да, из стримеров реально относятся к своим подписчикам. Блять, это... Я говорить это не хочу, я просто хочу до вас донести, что... Если бы, короче, люди все это реально узнали, вот все то, что творится, да, вот за кулисами, так скажем, это, блядь, это такой бы скандалище разразился, какие разговоры ведутся вообще, как многие выдаивают свою аудиторию и как клюют тех, кто, ну, можно сказать, идет против системы. То есть тот, кто пытается сделать что-то хорошее, интересное, со словами «нахера тебе это надо?», «чё самый умный?», «чё?». Я не привык выделяться и идти против всех. Но свое мнение я продавать и разменивать никогда не буду. Пусть будет сложно, пусть будет очень сложно, а будет очень сложно, потому что уже очень сложно, блядь. И как бы суть в том, что я обернулся и увидел своих коллег немного с другой стороны. Я немножко прихерел просто, честно. Поэтому сейчас максимально нужна будет ваша поддержка, конечно же, ваши онлайны, лайки, там все дела. Спасибо за то, что, ребят, огромный прям выражаю всем людям, которые реально вот до этого момента меня досмотрели, то есть просто взяли и просто немного подождали. Это для меня было очень важно. Что касаемо, что будет дальше, то есть в каком формате канал будет развиваться, это очень важно. Очень важная информация. Друзья мои, я все стримы скрываю. То есть я все стримы убираю по причине того, что мы сразу же делаем нарезки. Я постараюсь со своей командой, то есть, да, в команду входит сейчас у нас новый человек появился, тот, кто занимается интро, логотипом, сейчас он доделывает, шапки кто сделал. Этот человек сейчас на полноценном окладе находится, ну, на нашем канале. Этот человек работает. Я сделаю все для того, чтобы этот канал был еще более эксклюзивным, индивидуальным. Это будут индивидуальные донаты, под каждую игру. То есть, если это хоррор, мы сделаем их под хорроры. Обязательно это будут эксклюзивные какие-то вещи, не скачанные с интернета. Вот а-ля вот какой сейчас, да, донат, вот для примера люди сделали. Поэтому... Что я хочу сказать? Я очень рад, что огромное количество людей новых пришло на канал за это время. Ребят, канал находится на диком пике. Просто 50, почти 5 тысяч подписчиков. Почти там 52-53 тысячи подписчиков в месяц. Это вам просто низкий поклон, потому что, ну, по факту стример это никто. Это просто лицо канала, это обложка. А вот начинка, все вот эти странички, которые, да, вот в этой книге, можно так сказать, есть, это вы. И если начинки нет, то это пустая книга. Она вот так разворачивается, а там пусто. Наш канал это больше даже не то, что вот эта обложка. Обложка это, ребята, она сегодня одна, завтра другая, там понравился, не понравился контент. Самое главное, вот тот вот контингент, тот коллектив, который есть. И я просто в шоке, какое количество людей приходит на канал. Неважно с чем, с хейтом, еще с чем-то, там, с какими-то положительными, негативными эмоциями. Самое главное, сюда люди приходят и очень многие меня поддерживают. Если бы вы не топили за меня вот эти 2 месяца, я бы просто бы, ну, сломаться бы я, конечно, не сломался, но руки бы, конечно, подопустились. Тоже вам хотел сказать за это спасибо, это очень достойно. Это один из самых жестких каналов на ютубе сейчас. И без этой аудитории, конечно же, бы ничего не было. Без моих админов ничего бы абсолютно не было, потому что ту команду, которую мы собрали, это, наверное, единичные случаи, когда так все друг друга понимают
уважают. Мы встречаемся в реале с многими из администраций. Сейчас Юля, я так понимаю, приезжает в Москву вообще. Какую-нибудь хотим такую большую встречу устроить или лайвстрим. Может быть, и подписчиков позвать, кстати. Вот. Так что в Москве где-нибудь как раз и встретимся. Хотели сделать встречу. Почему бы и нет? Ты чё, под солями, бро, угомонись? Скиф, нет, это просто мои мысли. То, о чем я думаю, почему бы мне не сказать, почему бы мне не быть вот самим собой и тем, кем я на самом деле являюсь. Вот. В чем успех канала, когда многие говорят, ребят, успех стримера заключается в том, что если стример такой, какой он есть в жизни, ему не надо играть никакую роль. Вот и все. Я такой же в жизни, я такой же на стримах. Где-то, да, бывает, я приезжаю, у меня крайне херовое настроение, и верх вообще профессионализма стримера — это переключиться с плохой ноты. И именно переключиться, не наиграть какие-то, да, позитивные эмоции. Хе-хе, ребята, всем привет, а сам сидишь, думаешь, сука, только что какая-то мразь подрезала, какая-то сидит губы красит в пробке, гнида. Смотрит, кто-то что-то сказал, какой-нибудь алкаш дорогу не там перешел, чуть не сбил его. Короче, ты тупо садишься, и ты говоришь, так, все, проблема там, я здесь меня ждут, здесь люди, которые настолько тебя уважают, настолько за тебя топят. Все, вот так, чик, и переключился. Вот это круто. Но я такой же человек. Ребят, сорян, зачастую я тоже бывает и с херовым настроением, и стримлю каждый день. Так что как-то так. Блин, что у тебя с прической? Вот вы меня затрахали, а. Прическа, ребята, это новая. Я ее очень плохо на камеру видно. Это глупо, когда пацан серьезно говорит, какая у него, блин, прическа. Новая прическа, ребят, к лету. Сейчас, тем более, я начал плотно очень спортом заниматься. И длинные волосы, то есть туда зачесон мешает. Вообще, по факту, как бы, эта прическа, она носится совершенно по-разному. Прическа... завтра могу позвонить в барбершоп, узнать, как она правильно называется. Короче, вообще, по идее, она еще сильнее выстригается вот здесь. Эта фигня, короче, идет от пиндосов. Блин, я не помню, как прическа называется. Она носится вообще, их можно вот так вот волосы взъерошить, короче, и будет вообще круто. То есть, я, ребят, не хочу просто, знаете, такие эти, как Кобзон. Это... Наш вот. Вот это не хочется. Вот. Так что, как-то так. Здравствуйте, приятного стрима. Киндерплей, Кристина, здравствуй. Здрасте. Ты жирный, какой спорт? Ну, я бы не сказал, что я жирный, бро. С учетом того, что мне 30 лет, я занимался всю жизнь, блин, бегом, тяжелой атлетикой, всякими единоборствами. Сейчас просто я огромное количество времени уделял каналу. Я и дальше продолжаю уделять, да, планирую уделять каналу время, но теперь я четко по утрам хожу, занимаюсь, потому что, ну, конечно же, из формы я выбился, я поправился прилично, и меня это дико напрягает. Вообще, у меня есть одна прическа. Прическа, блин, про прическу прочитал в чате. Фейт. Это старая называлась прическа, это не помню как, это как-то по-другому. Есть одна мечта, но я сначала ее добьюсь, прям постараюсь в течение где-то месяцев 7-8 этого добиться. А вот потом, короче... Потом я вам расскажу про эту мечту. Только мне главное напомните. Вот где-то, знаете, когда? К сентябрю месяцу, хорошо? К сентябрю месяцу напомните, скажите: Леха, ты весной нам кое-что обещал. Прям к сентябрю месяцу где-то. Конец августа, сентябрь, вот так вот. Ну, в сентябрь. Рабочая... Блин, у меня, ребят, при росте 178 у меня всегда был вес... 82,5, 83 килограмма. Я себя чувствовал очень уверенно и, блин, и на спаррингах, и везде, то есть и на службе. Чуть меньше, там 80, уже 79, было мне тяжеловато в партере работать. То есть, ну, тяжело, реально, против, тем более, инструктора нашего, Славки, было... Он псих, он людям ноги выдирал, поэтому... Было очень сложно, ребят. С одной прям оплеухи просто вылетал прям с этого... С матов прям вылетел. Поэтому мой вес это вот 84, где-то 85 килограмм. Это прям самый мой вот такой вот
но самый по кайфу вес. Пресс есть, Тоня? Честно, никогда не был сторонником пресса. Я не знаю почему, как-то... Не потому, что там у меня его никогда не было. То есть вот этих вот кубиков, знаешь, вот этого задротства. Блин, может быть просто потому, что я никогда прям, знаешь, глобально не сушился. Ну, прям, знаешь, прям только чтоб вот прям вот высушиться. Вот такого не было у меня. То есть, ну, перед соревнованиями, да, скидывали вес, но так, что ноги там, да, проваливались там, когда идешь такой этот... Загляди на CSGO.net. Ryzen, ну неужели больше не о чем поговорить, кроме как о кейсах, еще о чем-то? Ну, что за бред? Рост 181, вес 90. Ну, я говорю, ребят, у каждого свой вес. У каждого свой вес. Это... Кто как, ребят, себя лучше чувствует. Самое главное, не сидите на месте. Самое главное, не сидеть на месте. Будете сидеть на месте, будет все очень плохо. У тебя есть девушка? Да. Да. Есть. Чё? Сейчас чем будешь заниматься или чем занимаешься? Ребят, сейчас в первую очередь нужно подсбросить где-то до своего веса, то есть где-то с 80... Ну, с 86 можно назад уходить. Сейчас тем более время есть. Раньше времени и с питания не всегда было, да, такое, как, ну, положено, потому что там постоянно то суточные наряды, то командировки, то еще что-то. Сейчас у меня есть возможность правильно питаться, правильно спать. Парадокс, но она реально есть, потому что мы график стримов наладили. И можно делать очень крутые вещи. Наверное, назад я вернусь. Не буду говорить, чем заниматься. Я очень это хочу, и, блин, меня ждут. Тренер ждет, ребята, с кем я вместе. Хер знает, когда, короче, занимался. Короче, все, отстаньте. Я потом вам несколько влогов сниму, и вы все поймете. Сфоткаешь свою машину. Audi A7. Черная. Окей, Google. Audi A7. Черная. Все. Предпоследний кузов. Не последний, предпоследний. Да главное не рост, ребят. Рост, он, поверьте, не решает. Чем выше человек, тем легче с ним справиться. Парадокс. Чем выше тебя человек, тем легче справиться. Для меня самые сложные всегда были... Это люди ниже меня ростом. С кем вот в паре стоишь, с кем в партере, там валяешься, кувыркаешься. Почему? Потому что у них рычаги маленькие. Ножки коротенькие, ручки коротенькие. А под 1,90 м их прям очень хорошо крутить. Великолепно. Все, отстаньте. Тихо. Украина топ. Странные высказывания. По-моему, все страны топ. По-своему. Сделай стрим по игре Beast Inside. Ребят, я английского не знаю. Мне стыдно, сука, что я к 30 годам нормально не выучил английский. Потому что по работе у нас всегда, блин, эти сраные переводчики были. И мы настолько обленились, что я за все время службы, блин, я не выучил английский. Я мог бы просто работать, блин, в идеале. Точнее, я мог бы английский язык знать в идеале, но честно, это лень. Это простая человеческая лень, и типа забили, нахер он мне нужен. Я, блин, Beast Inside очень хочу пройти, но она, по-моему, она вся на английском, ребят. Она вся на английском. Очень хочу пройти. Мне сказали, что же она стрёмная, но, блин, она вся английская, ребят. Скажи что-либо по поводу бокса. Любой стол, любой. Господи, стол, блин, я чат читаю и зачитываю все. Любой спорт — это круто. Но любой спорт несет в себе очень скрытые такие темы. Это травмы, это микротрещины, это все довольно печально. На самом деле, спорт. Ну, серьезно вам говорю. Потому что все это годам к 30 вылезает. Тут ножка заболела, тут коленочка заболела, тут еще что-то заболело. Поэтому как-то так.
Как-то так, ребята. Как относишься к Dark Souls? Отлично я отношусь к Dark Souls, потому что я его весь прошел. Это была одна из первых игр на канале, и мы его весь осилили с вами. Тогда заменяли людей, топило, блин. Я этого всадника на петухе, блин, столько убивал. Я 11 часов его сидел, фармил, 600 с лишним банок выпил. А нет, 600 с лишним ранов было на него. Я сидел прям по КД, мы забейте. Самое главное, если занимаетесь спортом, занимайтесь с умом. Это как езда на мотоцикле. Ну, отчасти могу сравнить. Это 100% это амуниция. 100% это, ребят, берегите башку, берегите суставы, берегите колени. Сломанный нос элементарно или смещение даст вам потом... Вы будете плохо дышать, вы будете плохо ночью дышать. То есть где-то вы будете не высыпаться, вы чаще будете болеть. Потом это даст на сердечко со временем. Гудочек будет, потому что у вас ритм сердца собьется. То есть, ну, там цепочка такая очень печальная, ребят. Поэтому берегите, блин, просто свое здоровье. Если где-то что-то нарушили, вовремя ходите. Сейчас я вот, не знаю, интересно вам или нет. Сейчас вот я хотел полностью проверить организм. Не знаю, как это скажется на стримах, но, честно, стрёмно. Стрёмно, правда, очень всегда этого боялся. У нас были проверки очень тоже серьезные на работе, и стрёмная тема, но это нужно делать. То есть там проверяется на все, там сердце проверяется. Короче, к 30 годам вообще надо бы всем, на самом деле, ребят, сходить, не полениться. Это довольно дорогое удовольствие, порядка там, по-моему, 40-50 тысяч. Это проверить, и то это не все. То есть это проверить основное, но основные группы риска, короче. Там сердце, по-моему, мужчин, там половую систему, еще что-то. Там, короче, там дохера всего. То есть там прям надо сходить, все провериться. И, блин, в первую очередь сердечко, мозг, МРТ надо сделать. То есть, ну, там много чего надо сделать. Поэтому, что за мечта? Есть у меня одна мечта. Это свой дом. И в доме студия своя. С шумоизоляцией, со всем как положено. Блин, вы представляете, сколько я времени буду экономить? Какие можно летсплеи делать будет? Это же просто охренеть. Это ты сел и просто такие атмосферные летсплеи. Просто тебе никто не мешает. Ты сам себе принадлежишь. Ты в любое время можешь делать эти летсплеи, а не как у меня сейчас. И дня просто A Way Out. Бро, я планировал эту игру постримить на канале, но стримить я ее не буду. По некоторым причинам. Знаешь канал Влад 1000 РР? Да, но некоторые вещи мне на этом канале не нравятся. Есть такие вещи. Я не люблю каналы, вообще, в принципе, по мототематике, которые показывают, какие они классные и катаются без экипа. Вы вообще себе представляете, какое количество людей потом захочет повторить это? И дай бог, если это закончится, что просто они это повторят и все. А может это закончится немного по-другому. Печальненько. Поэтому, как мотоциклист, вам, ребят, говорю, что не надо этого делать. Пожалуйста, в первую очередь, родители. Если вы покупаете табуретку, скутер, всякие питбайки и так далее, и не надо думать, что если вы на свое чадо одели за 2000 шлем, которым заколачивал предыдущий хозяин гвозди где-нибудь на даче, не надо не надо думать, что он его спасет. Это очень важно. Как ты относишься к страйкболу? Очень круто. Я думаю, что в этом году я поиграю. У меня куча сейчас GoPro-шек есть. У меня все есть. Так что... Почему бы и вместе не поиграть с подписчиками, вас не пожухать? Я, кстати, если эту тему поднимем, я... возможно, кого-то позову на страйкбол. Мы в свое время в Балашихе играли с каким-то подразделением, спецподразделением МВД, что ли, попались. Ну, там в пинбол, конечно, правда.
Но было очень забавно. Но это вам так, такие маленькие спойлеры. Ничего планировать, загадывать не буду, обещать лучше сделаю все по факту. Если, дай бог, получится и будет на это время. Привет, Лех, начал ли тебя смотреть с девушкой буквально 3 недели назад. Очень понравился канал и твое творчество. Хотя она ничего не понимает в играх. Спасибо, спасибо. Я не знаю, ты бы хоть написал, как тебя зовут, как девушку зовут. Спасибо, Антони Хип Хопкинс. Девушки, привет. Тебе привет. Спасибо, ребят, за поддержку. Спасибо за сатенчик. Том, 1000 лет. Сколько Лен, сколько Зин. Эй, дружище, ты случайно не собираешься пират проходить? Можно постримить будет, кстати, пиратов. Да, можно. Можно даже, может быть, уже и завтра. Да. Но я, конечно, не знаю. Посмотрим. Сколько квадратов помещения? 2 на 3 где-то. 6, наверное, где-то квадратов. Где-то так. Лех, какое образование? Высшее? Высшее. По профессии, ребят, инженер-энергетик. Это первое образование. Второе образование это военное. Брат, ты лучший. Спасибо огромное. Леха, блин, не успел я прочитать. Леха, что-то там про ЦСКА, ребят, писали. О, клинский диспансер. Леха, вопрос актуальный. Что бы тебе самому не нравится в канале и что нас ждет в будущем? Ответ требую развернутый. Что не нравится на своем канале? Мне много чего не нравится, на самом деле. Ты знаешь, я тебе так скажу. Во-первых, по чесноку, если бы не просили кейсы, я бы их вообще убрал к чертовой матери. Серьезно. Вот, как бы, ну, люди просят, я уже их минимизировал на канале. То есть я их сделал буквально там 2-3 максимум раза в неделю. И то ты заметь, я стараюсь так. Их это один день максимум там в неделю, чтобы, знаешь, прям вот много сидишь там играешь. А так не очень мне это, честно. У меня нервная система, она не бесконечна, бро. Что ждет? Во-первых, ждет все то, что я обещал. В первую очередь, все новое, хорошо забытое старое. То есть нужно все, что я обещал сделать. Стараюсь, диспансер, сам видишь. Вот запланированные стримы пошли. Люди 1000 лет меня назад просили. Вот. Всякие атмосферные стримчики наши любимые, пожалуйста, вот они. То есть атмосферные стримчики подъехали. И прохождения, и хорроры. Тоже стараюсь. Да не мне судить по каналу диспансер. Че ждет, смотри на стримах и... Я буду стараться. Вечерние стримы я всегда буду стараться делать. Вот. Так что, как-то так. Что ждет в будущем? А черт его знает, диспансер, что нас ждет в будущем? Можно на утро не проснуться и все. И пообещать. Я лучше буду делать. Хорошо? А то пообещал много чего надо делать. Вот стараюсь выполнять. Лех, из дома. Че не стримишь? Дома подо мной живут бичи. Там сейчас родился ребенок. То ли в соседнем подъезде, то ли через этаж начались сверлильно-долбильные работы а-ля бесконечный ремонт. Что там делать, не знаю. Мне кажется, они клад ищут. Потому что долбят они 24/7. Я не знаю, что они там делают. Здесь я прихожу в студию, здесь я могу от всего отвлечься. От всех проблем своих. То есть ты сел, все, ты здесь как в своем мире. Ты дебил. Нет. Нет. Бро, не надо. Не надо быть дебилом. Том, сколько лет, сколько зим. Да-да-да. Я тебя каждый день смотрю, работаю и смотрю. Как-то спокойно так, что ли. Спасибо. Рамон, блин. Какой Раймон? Рамон, Раймон будешь. Ты же знаешь, my English is very good. Ты напиши по-русски, ник, я буду знать. Кстати, забыл сказать, можешь ли ты посмотреть мой инста? Что скажешь? Блин, бро, ну я не смотрю инстаграма. Кстати, реакция на боеголовки. Ну да. Не на базе ли ЦСКА в Балашихе
Ты знаешь где? Там... Привет с Ярика. Спасибо огромное, Макс. Ты знаешь, как там, блин... Там лес, 100% там был лес. Я не помню там, как она правильно назывался. Там куча этих клубов было. Потому что мы когда проезжали на место отдыха, там их прям один за другим они были. Блин, надо вспомнить. Но я вот, если вот так вот сейчас приеду, да, на тачке, я сразу вспомню. 100%. Леха, помнишь Люсю? Люсеньку помню. Помню Люсеньку. Знаешь Папича? Знаю. Знаю, конечно. Спасибо за атмосферу. Вам спасибо, ребят. Блин, посреди ночи, 10 вечера, блин, 3К онлайн на разговорном стриме. Это очень круто. Купил аудиоху, да? Да. Престрим сейчас делается. Вот, кстати, клинский диспансер. Сейчас по оформлению что еще будет меняться? Это тематические донаты. На мейновские игры это по несколько донатов. Причем настолько продуманных. Мы знаем, что надо сделать. То есть я сел и говорю, блин, надо сделать, братан, надо. Он такой, блядь, сложно, но надо. Я говорю, все, надо, все, забились. И потихонечку они сейчас будут добавляться. То есть во время, на донаты я буду, конечно, об этом говорить. Донатики новые появятся, чтобы вам было приятно, что не всегда один донат. Престрим. Престрим это вообще будет, мне кажется, что-то просто запредельное, потому что престрим... Ну, я тебе так скажу, я интро такого уже нигде не видел, то есть... Ни один никогда человек, даже который умеет эти интро делать, не будет завязывать канал с конкретным каким-то персонажем, да, то есть, тем более перерисовывать стримера. Ты представляешь, это перенести в 3D-моделирование, да, эта херня называется, я в этом не шарю, но как он вообще это сделал, я до сих пор не могу понять. Он мне когда скинул, я честно, я до Талова не верил, что он это сделает. Но когда этот чувак мне скинул, он говорит, вот, я сделал. Я так смотрю, я говорю, что? Че это такое? Я говорю, что? Вот это вот как? Я говорю, как ты так все сделал? Он говорит, это только начало. То есть пресс-стрим будет вообще как фильм отдельный. Это будет просто бомба. Я не знаю, сколько он это делать будет, но я думаю, что недели за 3 он это, может быть, сделает за месяц максимум. Ну там рендер займет 5 минут, ты прикинь. Здесь интро рендерилось, там все упирается в рендер. Это просто, это бесконечная херня, которые там раскадров... Ребят, не буду говорить, кто в этом понимает, тот красавчик. Там огромное количество времени занимает вот это все нарисовать, прорисовать, потому что что задумали, там фильм. Там фильм, причем такой он со смыслом прям фильм будет. Но это будет круто, это будет вообще просто бомба. Neverme. Лех, привет. Ты проходил игру Сома? Нет. Планируешь ли проходить? Слушай, я второй раз про эту уже игру слышу. Я для себя галочку поставил. Сома, Last of Us. Угу, ходячий. Я понял. Окей, я гляну обязательно. Я прям сегодня вечером снова-то гляну, что это за игра. Я почитаю про нее, по крайней мере, как минимум. Как в школе учился? Без троек закончил. По какому предмету всегда было печально? Это по геометрии, наверное. Я ненавидел этот предмет. Никогда не понимал, нахрена мне это химия. Это было вообще просто. Я просто... Что с павером? Что за кипиш? В смысле, какой кипиш? Нет никакой кипиш, тупо не общаемся, как бы, и все. У него свое мнение, у меня свое мнение. Конец истории. Какой кипиш с кем? Вот. Хоррор или кок? Бро, завтра сделаем. Завтра сделаем прохождение какое-нибудь. Так что как-то так. Почему ты гей? Бро, ну, не очень смешно. Ну, людей надо уметь обижать. Если ты хотел обидеть, ну, не получилось. Просто так взял аккаунт, запорол себе. Не надо, ребят, писать ерунду. Лех, вышел Far Cry 5, будешь проходить? Бро, он еще не вышел, он выйдет через несколько дней. Это раздали сейчас Димке Куплинову, там Брейну Олегу, там, по-моему, Олег, да, его зовут. Так что как-то так. Как только выйдет, конечно, попроходим. Почему нет? Лех, ты смотрел аниме какое? Я когда-то отвечал на этот вопрос. Аниме я не смотрел. Я не шарю, как говорится, в сортах говна, сейчас бы сказать, но никого обидеть не хочу, потому что реально сам смотрю. Ну, во-первых, к чему относится Евангелион? Евангелион, по-моему, правильно говорю.
К чему он относится? Вот к чему относится... Это же аниме? По-моему, это аниме. Я хер его знает, но... Ну как, то аниме, в котором мы сейчас, вот я его вижу, ну, наверное, просто я повзрослел. То есть, ну, мне это неинтересно. То есть, вот Евангелион мы смотрели, Death Note 100%, у меня кореш смотрел, я сам так, чуть-чуть так, краем глаза так посматривал. Подождите, что же мы еще-то смотрели? Акира или как-то... Блин, какой-то вообще... Что-то, короче, какой-то вообще бешеный просто был. Что там с Акира или как-то он назывался. Я не помню, какое-то еще аниме, но оно военное, там куча мяса, крови, там типа, ну, когда-то было это интересно. Сейчас бы, ну, может быть бы я посмотрел, но не знаю, стал бы я на это время тратить или нет. Леш, ты помнишь, что Юляша ждет подарка? Ты знаешь, Юля Лаволи такая говорит. Скажите Лехе, что он, ну, типа, должен станцевать для меня. Нет. Такое не работает, ну, как бы... По-моему, мы с ней увиделись, мы с ней посидели, пообщались. Я ей очень много что интересного сказал по Ютубу, я с ней поделился своим опытом. Я высказал ей пожелания, которые есть по ее каналу. Танцевать, ну, мужику, ну, как бы на стриме, ну... Ну, это, знаете, это а-ля когда, ну, нечего больше на стримах делать. В принципе, можно было бы. Оскар, не флуди, пожалуйста, дружище, будь любезен. Хардплей. У меня нет брата, будь моим братом. Мы все здесь отчасти, знаешь, братья. Я не знаю, может, это громкие слова, но прикиньте, блин, мы каждый вечер, многие из нас сидят и вместе отдыхаем, в чате общаемся. Ну, я не знаю, семьей это, конечно, сложно назвать, но... Я не знаю, как это правильно назвать. Кого ты слушаешь из Black Star? Никого. Просто понравилась рубашка и толстовка. И это не толстовка, а кенгуруха. Все, конец истории. Никого я там не слушаю. Тимати, конечно, классный парень, но не настолько. Да. Не покорил он мое сердце. Ответь, пожалуйста, бро, хочу тебе превьюхи рисовать. Бро, есть кто сейчас будет рисовать? Мы сейчас, кстати, вот еще, спасибо огромное, что напомнил. По превью. Сейчас очень много тоже буду над превью работать. То есть хочу прям на каждый стрим делать какое-то прикольное превью. Не по мейн играм, не по Fortnite, допустим, и по CS-ке. А вот по таким играм. То есть, ну, я буду стараться делать какие-то крутые превью. Но опять же, понимаете, сейчас зашквариваться превью зачем? Если вот мы сейчас, да, прошли этот хоррор, и мы такие, типа, бам, и... мы нарезку сделаем. Вот туда можно превьюху какую-то запилить, там, да, круто сделать. А так вот, ну, тратить время. Мы быстро сразу раз и делаем, ну, нарезочки. Сейчас, тем более, подряд 3 нарезки, получается, выйдет. Это по сайту, то, что вы просили в комментах. Это по сосу. По вот этой игре. Что-то там еще. Что-то там еще, короче. Что-то, короче, еще там. Не помню, что. Лех, попробуй поиграть в Контемп. Хоррор. Что-то я первый раз слышу, что это за хоррор за такой. Контемп. Контемп. Что-то я не слышу, надо посмотреть будет. Бро, смотрю тебя с 20 тысяч, ты очень крутой. Спасибо. Не круче тебя, конечно, но... Какой у тебя мод? Сейчас у меня Kawasaki ZX6R. В инстаграме, ребят, есть внизу ссылочка в описании. В инсте найдете мод. Одна из последних фотографий мода. Со всех сторон. Влоги с тренировок будут? Да я не знаю, бро. Можно. Можно.
Ди Каприо. Dark Souls, Леха, Dark Souls надо. Братишка, Dark Souls прошли, бро. Dark Souls прошли. А вот Bloodborne, помните, начали и забили. А Bloodborne надо бы пройти. Ведь игруха хардкорная. Достойна она нашего внимания, ребята. Так что я так думаю, что Bloodborne надо бы проходить, потому что он... Это очень жесткая игра, это очень жесткая игра, ребят, Bloodborne. 5000 лайков, спасибо. Bloodborne обязательно надо бы проходить, потому что, ну, реально крутая. Россия, Бразилия, 3-0, удивлен? Нет. Вообще на футбол, честно, вообще насрать. Если в хоккее, то нет. Если на футболе, то тоже нет, в принципе. Блин, не успел прочитать. Что-то там... Какой твой любимый цвет? Ну, классика, наверное, это смешение цветов черно, белый, красный. Вообще белый очень люблю. То есть, допустим, если бы у Дюха был выбор между черной и белой, я бы взял белую. Я не знаю, она, ну, просто мне больше нравится. Не знаю, с чего так зашло, но, блин, что-то как-то мне очень нравится. Поэтому как так. Ты с Dark Souls начинал. С CS-ки, да, Dark Souls, а потом была как она... Ай, блин, игрушка-то это... Ведьмак. Почти все прошли, кроме одного дополнения. Но мы проходили прям досконально, прям. Все прям квестики, прям все. Что за куйня? Где игра, отписка? Удачи, Андрюх. Удачи, бро. Мы игру вообще-то прошли. Ты, наверное, немножко на стрим опоздал, но ничего страшного. Удачи найти хороший канал. Спасибо. Во сколько ты начал гонять на моте? Блин, ну, с детства по деревне на всякой шляпе ездили, потом Планета 5, потом Урал. Блин, что-то еще было. Но я немного в детстве ездил, относительно. Нас пехали вообще за это очень жестко, что там ни амуниции, ничего не было. Так что как так. Мы больше их чинили, чем на них катались. Ты с горки, он тебя с горки, а ты потом его в горку. Это жиза. Escape from Tarkov. Планируешь играть? Нет, не планирую. Я тебе так скажу. Буду или нет, просто пока не планирую. Хотя игра достойна уважения, на самом деле. Чё? Лех, тебе от Мишани привет из Великих Завет. Спасибо огромное. Спасибо. Какой у тебя ранг в CSGO MM? Сильвер. Иногда дохожу до новы. Мне говорят, что я профессионал, поэтому... Один раз апнул, конечно, Бигстара, но меня бустили. Почему ты создал свой канал? Ты будешь смеяться, Никит, но захотелось сделать что-то крутое, интересное, хорошего качества. Что-то ежедневное. Я считаю, это получилось. Не все, конечно, получается, но стараемся. Соси куй. Ты знаешь, Богдан, когда слово соси пишется с ошибкой, это жестко. По поводу благотворительного стрима, ребят. Я написал Юрке, кстати. Сейчас прям 2 секунды. Я очень быстро посмотрю. Сейчас, хорошо, ребят, прям секунду. Юрка должен был ответить. Это парень, который... Сейчас, секунду. Не, он мне, наверное, не ответил. Юрий Андреев. Юран, блин, 21 марта был. Надо ему вообще на сотовый позвонить. Это чувак с моего города. Очень такой взрослый тоже дядя. Так что мы с ним вместе сходим. Я хочу... У нас, ребят, в городе... Я, блин, не хочу сейчас на администрацию города ничего говорить. Полное безразличие. Гниды ублюдки, ненавижу. Я ничего не говорил, ребят, на самом деле. Вот, поэтому скажу одно. Мы просто сделаем... Сходим сами. Я еле-еле нашел вообще
где реально нет вот, где, допустим, ветераны афганской чеченской войны собираются. Вот у меня в городе. Нет, я не нашел ни хрена, нигде просто. Вот я сидел, искал, и тупо нет. То есть, ну, по факту, я пойду в соцпомощь, там есть какой-то мужик в каком-то кабинете, к которому надо подойти, и он уже даст информацию про тем, кто сейчас вот реально вот нуждается, да, вот кто-то там, я не знаю, в инвалидной коляске, кто-то в костылях в элементарных. Короче, это просто Рашка Ван Лов, просто все без комментариев, говорить не хочу никак вообще. Так что как так, Хомочка, привет, здравствуй. Я все пропустила? Нет. Добро пожаловать, у нас разговорный стримчик. Александр и Дима, здрасте, мои хорошие. Привет, бро, я уже писал. Ты никак не отреагировал. Игра называется Lords of the Fallen. Это чистый Dark Souls, только в новой интерпретации. Как раз в твоем стиле. Чё? Как я мог пропустить? Что это за игра за такая? Сейчас все сразу побежали гуглить. Lords of the Fallen. Как я пропустил, как игру, похожую на Dark Souls. Что я за рачел это за такое? Подождите. Трейлер, погодите. Как я мог нахрен пропустить эту игру? Сейчас, всех, ребят, я прям быстренько зачекаю. Я, к сожалению, наверное, ребят, на стриме не смогу показать. Хотя, с чего это я не смогу показать? Давайте посмотрим. Правильно? Чё мы с вами сыкуем-то? Давайте посмотрим, что за игра. Как я пропустил игрушку такую? Сейчас я, ребят, чат выведу. Я только в окне, ребят, посмотрю, потому что может забанить стрим. Что это за игра? Спасибо, кстати. Надо сам игровой процесс посмотреть. Фига. Во, колотушка. 100 к ловкости, 300 к выносливости. Игра крутяк. Она 14-го года, она старая. Не, если она полностью хардкорная, это будет очень круто. Шутяк. Бабайка. Да в смысле? Вы в трейлере не сделали игровой процесс? Вы сейчас серьезно? Какого... Чё? В смысле? Эй! Давай у Димона Бейла посмотрим. Конечно, немного другое, нужно будет... Прям вообще Dark Souls, слышь? Прям вообще, прям Dark Souls, прям. Точно тупить, очень сложно перестроиться сами понимаете. Ты посмотри, даже хорошо физика такая же. Оббеганный просто до дыр, наверное. Нужно найти его, пока еще не поздно. Она на плойке, что ли, только? На плойке? Так, с него что-то выпало. Она сложная. О, то, что нужно. Упорство, двуручный Я люблю, когда меч. жопа боль начинается. Слушать надо. Хорош, слышь, спасибо огромное за игруху. Ребята, админы там, кто-нибудь, запишите эту игрушку, пожалуйста. Я забуду же, балбес, блин. Слышь, крутяк, крутяк. Она старенькая, но вообще просто мощно, окей. Нифига вы, блин, игру намутили. Как я ее пропустил-то из виду, так она у меня улетела. Улетучилась. Спасибо. Саша Дима. Саша Дима. Спасибо. Саня. Блин, прикольное женское имя Саня. Шурик. Саня. Саня. Блин, это круто. Это очень круто. Это прям, знаешь, как братан. Санек. Так меня не обижайтесь. Я в шутку. Женя, какой еще есть и мужское, типа, и женское имя одинаково звучит? Александра и Дима. Александра, Евгений, Евгения. Какое еще есть имя?
Какое интересное еще имя есть? Слышите, правда, а какое имя есть? FastGo, привет. Леха, а почему не стримит Даша? В смысле, а почему она здесь должна стримить? Ушла с канала, как бы забила на все. И, ну, каждый делает выбор в жизни свой. Почему она здесь должна стримить? Ну, это, типа, я бы не сказал, что она вообще на какую-то лепту сюда внесла. То есть, это не то немного. Валя. Валя? Валера, настало твое время. Юлий. Юлий. Прикольно. Блин, а, кстати, в жизни ни одного Юлия не встречал. Домовенок, привет, Леха, когда с Алинкой постримите? А то уже давно не играли вместе. У вас все очень весело и круто получается. Всяческих тебе успехов. Спасибо, Домовенок. Блин, прикольный ник. Что могу сказать? Постримим. Не хочу ничего говорить, просто постримим. Майкин 777. 3 топора, дружище. Редко смотрю стримеров. Но и посмотрел многих. Первый зацепил Шим, потом увидел тебя. Ну, Шим, он не стример, ребята. Он больше все-таки летсплейщик, блогер. Поэтому стримеры — это те, кто каждый день прям долбит по жесткому. Продолжай в том же духе. Удачи, успехов и всех жизненных благ. Спасибо. Добро пожаловать на ежедневные стримы на нашем канале. Бам! Минус наушники просто. Так. Ксюша и Ксюш. Ксюш. Влада. А, ну да, кстати, Влада. Влада нет. Влада знаю такое женское имя. Сегодня будут игры? Братишка, а мы допрошли игру. Мы прошли хоррор. Ну, конец истории. Сейчас просто разговорный стрим. С ним общаемся. Угу. Кометос увидел. Окей. Ясно. Окей. Что насчет Far Cry 5? Ну, когда в релизница, поиграем. Интересно, сколько она стоить будет. Очень интересно. Спасибо, ребят, за подписки. Блин, прям подряд у меня, знаешь, такой в этом. Прям такая куча народа подписалась. Добро пожаловать. Кстати, сколько нас уже с вами? Я что-то даже не посмотрел. Сколько нас? 247 тысяч, 29 человек. 250 тысяч вообще не за горами уже. А там и 300, да? А там и трактористы прилетят. Где Аркадий тракторист? Все, пропал. Леха, попробуй поиграй в игру Outlast. Дружище, Outlast 1 мы прошли весь. От начала до конца. И Outlast мне принесла очень большую популярность игра, потому что ты знаешь, как мы проходим хорроры. Я очень впечатлительный молодой человек, так что у меня там чуть глаза не вывалились в этом Outlast'е. Кстати, еще один небольшой сюрприз очень скоро будет на канале. Меня многие спрашивали: Лех, с чего ты начинал стримить? Как ты вот вообще начал? Где нарезки? Где, ну, где все? Где вот? Где все вот это? И мы нарыли. Мы нарыли нарезки, мы нарыли нарезки по Outlast'у, по Ведьмаку, и мы их будем, знаете, так, чередовать потихонечку. И перед нарезкой я прям буду несколько слов говорить, свои воспоминания, свои впечатления, хотя это было не так давно, всего-навсего там год назад, там, да, может поменьше. Так что как так? Почему бы и нет? Смотрел Армян или Денли. Не понял вообще, что написал. Посмотри игрушку про пиратов. Да-да-да, ребят, про пиратов поиграем. Люся, да-да-да, работяга. Есть такие. Люся. Ну, что делать? Мир не без Люсь. Правильно. Сковороды, главное, поднимайте. Всегда держите, а то кто-нибудь пристроится, Люся какая-нибудь. Леха, давай в Раст поиграешь, пожалуйста. Блин, в Раст, ребят, обязательно будет в ближайшее время. Поиграем. Ну, больше по фану. То есть это, знаешь, как... Не будем зашквариваться. Сервер, там прям создавать, там что-то делать. Тупо залетели на первый рандомный сервак. Прям там толпой зашли, взяли так чисто для нарезок. Что-нибудь прикольное. Блин, ну просто я вам так скажу. Скорее всего, сейчас с такими онлайнами сервера будут падать. 100% падать, потому что, ну, вы себе вообще представляете, там 5-6 тысяч онлайн, пусть даже там, я не знаю,
4-я часть будет залетать на сервера, это по 500 человек в одной точке, да пусть даже по 100 человек в одной точке, вы вообще себе представляете, что за табун будет? Это будет просто забей. Это будет жестко. Знаешь Мэла, бородатый который? Нет. Вовку, ребята, я никогда в нее не играл, я не шарю. У меня есть ребята в администрации, кто шарит Вовку. Саня очень много, просто Саня играл в Вовку. Играл. Максимум 300 бывает сервер. Блин, пипец. Но это сразу будет фулка сервера. Чё? Где твой инвент? В смысле? Бро, оставайся на канале, ну смотри почаще. Я же все рассказываю, все показываю. Лех, респект, здорово. Здорово. Может, в игру пройдешь, братишка? А мы ее прошли. Мы прошли, сейчас просто разговорный стрим простой. Лех, чем ты сейчас зарабатываешь? Ваши донаты. С просмотров я ничего не имею абсолютно на ютубе, потому что, ну, я для атмосферы на стриме включаю музыку, в которой куча авторских прав просто. Приролы. Сейчас CS Mania поддерживают нас. Что еще? Подождите. Приролы, Mania. Все вроде. В группе рекламу я принципиально не делаю, хотя она очень дорого стоит. Ну, как-то так. Ну, инвентарем. Продаю инвентарь. Майн, все в порядке с этим, не переживай. Life is Strange. Окей. Вот Life is Strange тоже мне очень нравится игрушка. Ну, сейчас, ребят, с нашим прохождением, то есть мы каждый, можно сказать, да, день через день мы проходим новые игры. То есть сейчас очень куча хорроров пройдем в ближайшее время. Блин, сейчас будет очень много всего интересного. То есть я сам прям жду. Блин, я не знал, что сегодня так вот мы допройдем игру. Я вообще думал, что там сейчас до 12 часов ночи будем сидеть очковать. Что хотел пройти. Чё. Блин, не успел прочитать. Лех Демастер, который вчера был на стриме. Ну, я Демастера вообще-то недавно совсем видел вживую. Мы общались, сидели за одним столом, как бы, ну... Как-то так. С пози с Демастером, ребят, не удивлен. Дмитрий, ты очень давно уже просишь. Блин, я все-таки сделаю, Дим. Только не проспи этот стрим. Я тебя услышал. По поводу радуги я тебя услышал. Блин, радуга меня чем единственное, знаете, чем порадовала? Очень порадовала, когда вот этот чувак с молотком, как он залетает везде. Блин, это вообще жесткий тип. Просто жесткий. С щитом очень. Мне щитовик понравился. Очень понравился. Лех, хочу быть таким, как ты. Илья, ты не будь таким, как я, ты будь лучше. Будь лучше. Зачем на кого-то равняться? Можно равняться, но всегда нужно самому еще развиваться. Залетайте в Дискорд. Да-да-да. Ребят, почаще находитесь в Дискорде. Там сейчас будем назначать админов. Там куча комнат. Всегда можете найти пати в ту или иную игру. Я очень часто в Дискорд захожу. Так что вы заходите, если что. Да-да-да, Жень, я же говорил, на Соньку, конечно. Конечно. На Соньку очень много игр есть. Конечно. Паш, доброй ночи. Ава. Спасибо. Слушайте, а вам завтра что, никому не на работу, не в школу? Все бол, что ли, позабивали? Я не пойму. С чем связано-то? Вы тупо все забили на это дело? Или откуда такие, блин, онлайны вечером на простом разговорном стриме? Вы что все не спите-то? Эй, как бы... Ну, по факту, вот я сейчас вижу только танкистов. Мы с вами что, еще в топ-10 гейминга, что ли, входим? Я слепой или где? Я на гейминге нас вообще не вижу. Где мы?
Вы вообще видите нас на гейминге? А мы есть. Серьезно? Нас YouTube с гейминга убрал. Айн момент. Рили? Сейчас бы харда с гейминга убирать. Чё? Сейчас сек. Пацаны, рамсы. Сейчас сек. Шо это тут нас на гейминге-то нет? Чё за дичь? Или мне кажется, или... В смысле? Подождите. В смысле нас нет на гейминге? Что? Мы где-то вот здесь должны быть. Алло! YouTube! Чего? Угу. Я понял. Сейчас я вам покажу один прикол. Я не понимаю, по какой причине YouTube это делает. Короче, есть фишка. Заходим в прямые трансляции, сейчас покажу. Сейчас просто усытись. Сейчас, ребят. Во. Сейчас. Вот, да, идет как бы стрим. Есть один прикол. Оповещение о трансляции мне еще YouTube подключил. Я не пойму, YouTube на меня обиделся, что ли? Что? Что? Есть, короче, один прикол, что в этой игре ее нет на YouTube. То есть, ну, вот как обычно, да, вот, допустим, вот начать эфир. Смотрите, вот, допустим, если бы я сейчас начал эфир, этой игры нет на YouTube. То есть, ну, по факту, вот, допустим, смотрите, SOS тоже нет игры. Смотрите, вот я ввожу, видите? Вообще она не бьется, эта игра. То есть, допустим, смотрите, Rise of... Ее тоже нет, прикиньте. Просто ее нет в Ютубе. Почему, по какой причине, я хз. Ну, типа, прикольно, что я могу сказать. Я не знаю, что сказать, что вообще, как, что, зачем, почему. Ну да ладно. Как бы, ну, я не против, без проблем. Просто, ну, типа, сейчас нас люди на гейминге не видят. Не знаю, по какой причине это YouTube делает, но, видать, свои там какие-то эти... Своя атмосфера вечного праздника. Не, ну окей, как бы... Я могу поставить, конечно, Counter-Strike игру, но будет ли это правильно? Могу вообще не заморачиваться, то есть... Как я, наверное, сейчас и сделаю. Просто вот так вот сделаю все и просто забейте. Final Fantasy, да, ребят, у меня ключ лежит по финалке. Здорово, да. Надо, короче, идти закругляться. Сегодня такой стрим получился довольно такой интересный, спонтанный. Вот, что я завтра планирую? Во-первых, смотрите, завтра, на завтрашний день подумаем, что сделать на прохождение. Сегодня все-таки был хоррор, какой-никакой, но хоррор. Завтра, наверное, скорее всего, я мышку прохожу вечером. Завтра будет очень крутой стрим вечерний, но он будет очень спокойным, он будет очень крутым просто. Скорее всего, сделаю тоже на 9 вечера. Вот, сейчас как раз пока мы запилим превьюху, пока туда, пока сюда. Так что как-то так. Пойдемте отдыхать. Завтра намечается крутой день. Если успею, днем сделаю стрим. Очень тоже мощный. Есть у меня должочек за сайтом. Правда, нет бабла на нем. Придется закидывать 1 или 2 лора. Чем закончится, пока не знаю. Но что-то какое-то печальное у меня это предчувствие.
Может быть, вообще забью, на самом деле, на сайт и сделаю простой ПКС. Не знаю, посмотрим. Все как просить будете. Или я просто планки выставлю, там, по 5000 лайков, типа, идем на сайт. Что-нибудь такое придумаем, не хочется. Да, завтра, кстати, можно сделать сайт на проверку. Кстати. Завтра можно сделать сайт на проверку, реально. Так что это важно. Все, братцы, пойдемте отдыхать. Спасибо всем огромное, кто со мной пообщался, кто со мной посидел, кто послушал, что будет в ближайшее время на канале. 5500 лойсов. Спасибо огромное вам за подписки на канал. Ну и оставайтесь со мной. Завтра, как всегда, новый день, новая пища. Доброй ночи всем. Хорошего настроения. Завтра я с вами. Ну и, как всегда, по традиции, с вами был я, Леха, Энтаро Адун, канал Hardplay. Берегите себя, ребята. До завтра. Да, еще до завтра, а то я привык за полночь заканчивать стримы. Все, покедова, ребят. Удачи.